Здравствуйте, мои дорогие. Загадывайте ситуацию, а я буду смотреть, каких изменений ждать вам в этой ситуации. Смотрю как на личную сферу, а вы можете загадать любую другую. Чтобы не было путаницы, смотрю на личную сферу, на любовь. На любовь. Итак, ваша ситуация, подумайте. Что ожидать вашей ситуации? Все произойдет само собой. Вот как-то так легко и просто. Вам даже заморачиваться не нужно. Просто будет какое-то такое событие, да, возможно, какой-то праздник. Может быть, что-то произойдет на праздник, да. То есть, либо просто вам не нужно ни над чем заморачиваться. Вернее, пока вы будете заморачиваться, да, эта ситуация будет решаться сама собой. Кто-то за вами явно наблюдает. Вот тот главный персонаж, да, этого события, кто-то явно наблюдает и понимает, что вы птичка высокого полета, может, вы высокомерная, может, он и так называет вас, но вы как очень классная, привилегированная такая, да, особа. Кстати, с кем-то о вас говорит этот человек, выделил вас на фоне других людей, выделил. Вы та, которая заслуживает большего. Так, что еще ждать по этой ситуации? Тут момент ожидания оправдает себя. В общем, пока вы заморачиваетесь, ждете, события решаются сами собой, за вами кто-то наблюдает, увидев в вас некое прекрасное создание. Есть все-таки, вернее, этот кто-то, да, может и проявиться. Проявляется он крайне в таком позитивном ключе. Он как тот, который может вам, допустим, как-то помочь, да, либо что-то преподнести. То есть он как купец проявляется, то есть, да еще и карта лекаря, да, доктора, врача, который как помощник идет. То есть вам понравится то, как человек к вам проявится. Это может выглядеть, знаете, как от момента, вернее, от сюжета, когда он может прийти в костюме и вам, допустим, вас пригласить в какой-то классный ресторан, до момента, когда он проявится, как, допустим, истинный джентльмен, да, плюс еще до момента сюжета такого, как проявиться крайне, вот, вот в то, в чем вы нуждаетесь, вам это дать, что-то такое совсем уж нужное для вас. Ну, конечно, посильное ему, как тот, который может вам что-то предложить, руку помощи протянуть. Приценился, значит, понял. И протягивает руку помощи. Так, что тут еще по этой ситуации? Что нам надо знать еще по этой ситуации? Угу. Ну, во-первых, здесь идет любовь. Здесь идет стабильное что-то такое вот. Любовь какая-то. Любовь мужчины, любовь, может быть, опять же, дружба, партнера, дружба идет. Такая взаимосвязь, какое-то духовное такое единение. И вот это вот я бы хотела объяснить. Минуточку. Смотрите, дальше развивается как ситуация. Какой-то женщине крайне не нравится то, что вот именно женщина здесь идет. Женщина, да, женщина, возможно, которая относится к его среде, к его жизни. Ей не нравится то, что происходит у него в жизни сейчас, да, то есть, возможно, тот человек, о котором я сейчас говорила, возможно, это мужчина, ваш возлюбленный, либо ваш, ну, какой-то партнер, может, по работе, не знаю, но есть какая-то мадам, которая не очень хочет, чтобы в его жизни происходили какие-то положительные изменения, и ей, вернее, не
нравится то, что появилась какая-то особа, которая занимает ее место. Вот. Вы как удивитесь какому-то сообщению идет. Как будет развиваться ситуация дальше. Сейчас все просмотрим. Угу. Все же ситуация зайдет в такой угол, вот буквально в глухой угол, когда вы не поверите, да, не поверите своему партнеру, кому там, да, о ком здесь шла речь, все-таки человеку, который вас выделил для сотрудничества с вами, либо для отношений с вами, вы не поверите. Вы не поверите, вам как будто бы дадут какую-то информацию о том, что либо вы получите как-то, да, информацию о том, что у человека есть какие-то постоянные, может быть, отношения, либо что-то такое, да, на постоянной основе, что вам мешает продолжать быть в союзе с этим мужчиной, с человеком, кто бы там, кого бы вы не загадывали, какую бы ситуацию не загадывали, может, тут женщина загадана, да. Дальше в вашем... Ну, в общем, ситуация зайдет в тупик. В общем, будет вот такой момент, когда зайдет в тупик. Так, хорошо. Как из этой выход будет дальше? Посмотрим. Человек не оставит вас, не оставит. Он понимает, что рушится все сейчас в его жизни, что рушится еще одна какая-то прочная основа. И будет делать для вас такие шаги, как услужливые какие-то. И поверьте, он очень искренен в этом. Дальше как развивается ситуация? Девочки, расскажите потом, что у вас, как у вас это все отыгрывалось? Потому что я вижу, и я говорю, вот эти сюжеты в хронологическом порядке, как-то они должны проигрываться у вас. Так, дальше будет такой момент, когда будет момент ожидания, и человек в это время, для человека в это время вы приобретаете особую ценность. Вот эта особая ценность в вас, она растет в момент, когда вы не общаетесь, очень долгое время не общаетесь. А знаете, вот эту особую ценность ему навевают какие-то люди вокруг. Вашу ценность рассказывая. Возможно, он там, например, общается с другими женщинами, он понимает, что лучше вас нет. Да? Либо, может, в кругу друзей, это я уже не буду сюда смотреть, потому что тут вот именно как будто бы со стороны других лиц он понимает, что вы настолько серьезный подарок жизни, подарок судьбы, что он понимает, что и вам нужно как отплатить той же монетой. Понимаете как? Это раз. И плюс такой подарок судьбы нельзя упустить. Интересно, что же будет дальше в вашей ситуации? Что же будет дальше в вашей ситуации? Так, ну что ж, проявится этот человек, проявится, кто вы там загадали, любимый, возлюбленный какой-то, да, здесь у нас он проявится как истинный дворянин, принесет вам такое вот радостное настроение, вы даже обрадуетесь, я вижу, потому что он придет не с пустыми руками, человек проявится к вам солидной, возможно, какой-то, как вам сказать, как еще один такой мощный такой шаг в вашу сторону. Тут, в принципе, карта сюрприза, да, и дворянина говорит о том, что этот человек как будто бы знает что-то о вас, да, и вот это знание он примеряет к тому сейчас, не сейчас, например, а в тот период, что вам необходимо, и он это даст. Вот это будет как сюрприз. Отлично. А в итоге проявится. Хорошо. А ваше настроение в этот момент? Что же там будет? Ваше настроение. А вы дадите ему возможность начать сначала. Дадите. Угу. Да, потому что вы настолько... Ну, вы ждали этого момента, очень хотели. Так, хорошо. Давайте вам совет на все это добро, на всю эту хронологию, которую мы только что просмотрели. Давайте вам совет. Тут выбивается вот эта карта, да, тут прежде всего вам говорят, обрати внимание, когда вот эта ситуация появится, будь просто спокойной.
Да. Просто пойми, что это будет, но это никакой роли не играет для человека, о котором ты здесь смотришь. Так, совет. Совет. Дать возможность проходить процессу трансформации спокойно, принять какие-то сложные моменты. То есть эти отношения не очень легкие, но очень правильные. Как бы там странно ни звучало. И мужчина вас действительно любит. Вам совет. Вам совет это знать. И здесь вообще так интересно, что в любом случае вы найдете свою судьбу. Если вы вдруг здесь захотите как-то поставить точку, да, как-то трансформироваться настолько, что захотите закончить эти отношения, будет толк. Или если вы захотите трансформировать эти отношения, а в принципе они здесь не совсем такие, ну, они хорошие, да, я тут вижу по энергетике. Ну или вы мне расскажите, насколько хорошие, потому что тут по-разному, да, девочки видят. То в любом случае вы обретаете счастье с своей второй половинкой, в любом случае. То есть будет возлюбленный для вас и будет свадьба. Карта возлюбленный, карта свадьба. Так об этом и говорят. Дайте ситуации трансформироваться. Тут, знаете, вот просто знать, что когда кажется, что что-то умирает, надо просто быть спокойной, отпуская, не хвататься за мертвое уже. Не хвататься. Мертвое что-то должно отжить. Либо в отношениях, либо отношения сами по себе. Потому что в любом случае вы получаете как то, что хотели. А будет это этот мужчина или другой, это вообще не имеет значения сейчас. Представляете, что вам говорят? Не имеет значения. Вам Вселенная просто на блюдечке даст то, что вы хотели. Будьте спокойны в любой ситуации. Не хватайтесь за то, что умирает. Это самый главный совет от карт. Вот такой вот был расклад. Благодарю. Благодарю за все, за лайки, за комментарии, за то, что меняете жизни на этих каналах. Спасибо вам за все, за то, что финансово помогаете моей работе. Пускай вам в разы больше возвращает Вселенная подарками такими, что вам и не снилось даже. Пускай так и будет. Спасибо вам за все. Душевно, духовно чувствую каждого, кто делает вот такой вот вклад. Благодарю. И еще есть еще несколько каналов. Можете перейти по ссылочке в описании и посмотреть, подписаться на те, которые интересуют. Есть канал, где я смотрю на судьбу Украины. Сейчас, кстати, часть средств, такую большую часть, половину так точно, я отдаю на нужды, заработанные здесь на этом канале, я отдаю на нужды ЗСУ. Пускай скорее случится победа, и этот ужас закончится. Всего доброго, пока-пока.